Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я хочу поделиться с вами идеей создания вот такой сырной милой бусинки с маленьким мышонком. Для ее создания определяемся с оттенком желтой полимерной глины, и у меня это классический желтой компании Артефакт, а также нам нужно или взять оранжевый оттенок полимерной глины, или сделать его самостоятельно для оболочки будущего кусочка сыра. Я смешала классический оранжевый цвет с небольшим отрезком желтого классического, довела эту глину до однородного состояния, для того чтобы сделать цвет оболочки чуть менее ярким, чем классический оранжевый. И, друзья, теперь приступаем к лепке нашей буханки сыра. Для начала определяемся с размером будущей бусины, ну или подвески, если вы будете делать серьги или пушистый браслет. Оранжевую пластику растягиваем в тонкий блинчик и оборачиваем ей желтый шарик. Лишнюю пластику мы срезаем. Далее нам нужно глину прокатать в ладошках, чтобы сгладить все видимые стыки, трещинки или заломы на поверхности заготовки. И когда у нас заготовочка приобрела полностью гладкую форму, используя лист бумаги и лезвие или какую-то ненужную визитную карточку, например, мы приплющиваем заготовку к поверхности стола. Вот такая буханочка сыра у нас получается. Теперь нужно срезать ненужные края, чтобы придать заготовке треугольную форму. Использую маленький каттер и по центру заготовки убираю лишнюю пластику, чтобы получить сквозное отверстие. Далее, друзья, в зависимости от того, какой диаметр отверстия вам нужен, расширяем бусинку. Сделать это можно, допустим, обратной стороной кисточки. Так как мы работаем со светлыми оттенками пластики, друзья, обязательно держите под рукой влажные салфетки. И на этом этапе мы снимаем микропылинки, используя влажные салфетки. А для того, чтобы убрать микропылинки, которые очень сильно въелись в полимерную глину, можно использовать жидкость для снятия лака. Далее я использую дотсы с шариковыми головками для того, чтобы сделать в сыре дырочки разного размера. По желанию дырочки в сыре можно оттенить, используя для этого оранжевую пастель. Небольшое ее количество просто наносим в самые крупные дырочки, и тем самым они получаются визуально как будто бы глубже. Приступаем к лепке мышки. Делаю ей вот такую каплевидную мордашку, слегка загибая носик кверху. Приклеиваю мордашку к сыру. Для этого можно воспользоваться термоклеем. Катаем два маленьких шарика и располагаем их над головой. Приклеиваю шарики к сыру, вот так вот немножечко их расплющиваю и, используя дотс, придаю форму ушек. Также катаю еще два маленьких шарика и приклеиваю, наоборот, их уже с нижней части. Это будут лапки. Добавляем черные глазки и маленький серый носик. На этом этапе заготовку можно отправлять на обжиг в духовой шкаф, придерживаясь той температуры глины, которая указана на упаковке той пластики, с которой вы работаете. И, друзья, после того, как заготовочка остыла, белой акриловой краской добавляем на глазки блики. Осталось покрыть нашу заготовку лаком для полимерной глины. И вот такая сырная бусинка у нас с вами, друзья, получилась. Я очень надеюсь, что данное видео вам понравилось, а идея пригодится для создания своих интересных работ. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Спасибо огромное всем за активность и до новых встреч!